Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я к вам с рецептом необычного пирога с яблоками. Готовлю его на тесте без яиц. Скажу вам интересный факт о Вьетнаме. У нас сейчас 3 недели просто нет никакой возможности купить яйца. И, как говорится, голь на выдумку хитра. Будем готовить вот такой замечательный, очень вкусный пирог. Он получается и воздушным, и ароматным, и пышным, без яиц. Я не хочу даже пирог разрезать. Просто отломаю кусочек, чтобы вы посмотрели, какое здесь тесто. Какое оно получается воздушное, очень пышное. И здесь много яблок. Готовлю этот пирог буквально за 5 минут, не считая выпечки. И получается вот такая красота. Я рекомендую приготовить его и вам, и попробовать. Выпекать пирог я буду в круглой разъемной форме, диаметр 22 сантиметра. Дно выстелила пергаментной бумагой, слегка смазываю растительным маслом без запаха. Также я смазываю бока формы и выстилаю их пергаментной бумагой. Для пирога я буду использовать 3 средних яблока, вес примерно 500 граммов. Яблоки очищаю от кожицы, удаляю сердцевину и порежу яблоки средними кусочками. Полью яблоки лимонным соком, чтобы они не темнели. Для приготовления теста мне понадобится также тесто я буду ароматизировать не только экстрактом ванили, который можно заменить ванильным сахаром, но и добавлю цедру одного лимона. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда, или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта. Выливаю в миску теплый кефир. Его температура примерно 38 градусов. Я его специально подогрела. Очень важно для рецепта использовать теплые ингредиенты. Тогда тесто хорошо поднимется в духовке. Всыпаю сахар, соль, вливаю растительное масло без запаха, растопленное сливочное масло, добавляю чайную ложку экстракта ванили и по желанию можно добавить цедру одного лимона. Снимаю с лимона только верхнюю желтую часть. Хорошо все перемешиваю венчиком. Рецепт теста сегодня из разряда «все смешал и готово». Для его приготовления даже не нужен миксер. Постарайтесь перемешать жидкие ингредиенты с сахаром, чтобы он полностью растворился. В теплом кефире сделать это очень просто. Просеиваю муку и соду. Соду ничем гасить не надо, она погасится в тесте кефиром. Соду при желании можно заменить разрыхлителем для теста, берите его в 2 раза больше. Хорошо все перемешиваю до однородности. Посмотрите, какое в итоге получилось тесто. Оно не слишком густое, по консистенции как сметана. Добавляю в него яблоки. При желании можно также добавить корицу. Я сегодня корицу в мой пирог не добавляю, так как здесь у меня есть и экстракт ванили, и я использую цедру лимона. Тесто и так получается очень ароматное. Хорошо все перемешиваю. Вправляю его в форму. Разравниваю. Сверху мой пирог я хочу присыпать миндальными лепестками. Это по желанию. Миндаль у меня не обжаренный, он обжарится в духовке. И сейчас все я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке.
Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если пирог начнет сверху слишком сильно подпекаться, я прикрою его фольгой. Пирог я достала из духовки. Обязательно проверяйте его готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухая. Аромат стоит просто потрясающий. Посмотрите, как он высоко поднялся. Выглядит великолепно. Я снимаю кольцо и оставляю мой пирог остывать. Сверху мой пирог я присыпаю сахарной пудрой. Я пробую этот чудо-пирог. Пирог получился необычайно вкусный. Здесь великолепное тесто. Никогда не скажешь, что здесь нет яиц. Оно и пышное, и воздушное, и вместе с тем такое влажное. И много яблок. Я очень рекомендую приготовить и попробовать. Это нереально вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!